Глава 2281. Тайна. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он почувствовал это, прежде чем холодно хмыкнуть, когда он начал отказываться от своего собственного духовного чувства. Мужчина и женщина в городе немедленно воспользовались этой возможностью, чтобы начать контратаку своим духовным чувством, и в мгновение Ика над Хань Ли появились 3 вспышки мощного духовного чувства, а 3 чуть более слабых вспышки тянулись по горячим следам. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он издал еще одно холодное хмыканье. Его голос был не очень громким, но он сразу же вызвал всплеск сильных энергетических колебаний, заставивший мужчину и женщину поспешно отступить со своими духовными чувствами. В этот момент в глазах Хань Ли появился холодный взгляд, и вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью вернуть свое духовное чувство обратно в собственное тело, он создал гигантский полупрозрачный клинок своим духовным чувством, прежде чем наброситься на духовное чувство противников. Изнутри каменного города раздался мучительный вой, когда духовное чувство человека было разрезано пополам, и около 10% его рассеялось в небытие. Только после того, как Хань Ли серьезно ранил духовное чувство мужчины, женщина пришла в себя и испустила яростный крик, воплотив свое духовное чувство в гигантской руке, которая яростно ударила по полупрозрачному клинку. Однако было уже слишком поздно. Гигантский клинок распался на точке полупрозрачного света, после чего в тело Хань Ли вернулась огромная волна духовного чувства. Сразу после этого его грозовые крылья появились на его спине среди громкого раската грома, и одним взмахом крыльев он превратился в лазурно-белую нить света, которая быстро исчезла вдалеке. В городе раздался яростный хохот, и снова появился гигантский паук с высокой женщиной в зеленом одеянии, стоящей на его голове. Женщина с яростным выражением лица направила взгляд в ту сторону, где только что исчез Хань Ли, но не сразу бросилась в погоню. Яростно вспыхнули пространственные колебания, и рядом с ней появился пожилой мужчина в черной мантии с мрачным выражением лица. Его лицо было слегка бледным, а глаза были полны обиды и негодования, когда он спросил: «Должны ли мы пойти за ним? Он уйдет, если мы не начнем погоню прямо сейчас, фея Ло. Пусть его пока уходит. Его духовное чутье намного превосходит наше, так что, скорее всего, он весьма силен и в других аспектах. Прежде чем мы выясним его происхождение, было бы лучше не действовать опрометчиво. В конце концов, он, возможно, пришел не один. Его товарищи, которые где-то прячутся, тоже могут быть опасны», — ответила женщина, покачав головой. Выражение лица человека в черной мантии слегка смягчилось, когда он задумался. «Ты права. Но разве это фрагментированное царство уже не было запечатано? Откуда взялся этот человек? Может ли быть так, что он тоже непреднамеренно попал в это царство через пространственный разлом, как это сделал я? Это царство действительно запечатано, но есть еще несколько способов получить к нему доступ, просто все эти методы требуют удачи или затрат огромной цены. В противном случае наша раса пауков Асура не смогла бы здесь проживать столь безопасно», — сказала женщина. «Если бы этот человек действительно непреднамеренно прибыл в это царство, то это не было бы проблемой, но если он сделал это намеренно, тогда могут быть некоторые проблемы», — сказал человек в черной мантии с мрачным выражением лица. «Давайте сначала вернемся и тщательно обсудим этот вопрос», — сказала женщина. «Это хорошая идея. У нас будет больше возможностей выяснить намерения этого человека, как только мы спросим Бичжу, когда духовное чувство этого мужчины было передано ей», — согласился мужчина в черной мантии. Таким образом, проекция гигантского паука исчезла, и они оба тоже исчезли в мгновение Ика. Спустя несколько мгновений женщина в зеленом и мужчина в черном сели на главное место в гигантском зале в центре каменного города. Перед ними стояли 3 фигуры средних лет, одна из которых была женщиной, а 2 других — мужчинами. Ауры, исходящие от их тел, казалось, были не меньшими, чем у обычных существ в стадии Великого Вознесения, а за ними стояли 17 других фигур, испускающих ауры стадии пространственного закаливания. Одной из них была никто иная, как молодая женщина, за которой от лавового озера следовал Ли. Один из 2 мужчин средних лет отдал честь, прежде чем спросить: «Кто только что напал на наш город?» Они нацелились на нашу расу пауков Асура. Пока сложно сказать. «Бичжу, ты ничего не почувствовала, когда этот человек вселил свое духовное чувство в твое тело? Ты помнишь, когда он это сделал?» — спросила женщина в зеленом одеянии, поворачиваясь к молодой женщине. Выражение лица Бичжу резко изменилось, когда она услышала это, и она поспешно шагнула вперед, прежде чем опуститься на колени и положить голову на землю, ответив: «Если бы старший и не указал на это, я бы ничего не заметила. Я совершенно не обращала внимания на знак духовного чувства. И я понятия не имею, когда мне его подбросили. Ты вообще ничего не почувствовала. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Даже если ты в тот момент не заметила, ты должна быть в состоянии что-то увидеть с помощью предвидения», — холодно хмыкнула женщина в зеленом одеянии. «Да, я сделаю все, что смогу»,
ответила Биджу немного испуганно, прежде чем сразу же погрузиться в глубокие размышления. Все остальные обратили на нее свое внимание, и через некоторое время ее глаза внезапно загорелись. «Ты наконец-то что-то увидела?» — спросила женщина в зеленом одеянии, и выражение ее лица слегка смягчилось. «Да, я это сделала». Я вспомнила, что почувствовала очень незначительное чувство дискомфорта, когда выходила из пруда небесного пламени, где обитают существа, называемые пространственными рыбами. Однако это чувство было совершенно незначительным, и если бы я сейчас усиленно не вспоминала, я бы вообще ничего не вспомнил об этом, ответил Биджу. Что? Знак духовного чувства был установлен в пруде небесного пламени. Выражение лиц и женщины в зеленой одежде, и мужчины в черной одежде резко изменилось, когда они услышали это, как будто это была табуированная тема. Увидев это, все остальные обменялись несколькими озадаченными взглядами, и женщина среди троих фигур средних лет на мгновение заколебалась, прежде чем спросить. Это проблема, что Биджу выследили с территории существ пространственных рыб? Эти существа просто хорошая живая добыча для нас, не так ли? Конечно, не стоит так волноваться. Ты ничего не знаешь. Если бы эти существа пространственные рыбы действительно были ничем иным, как пищей, то почему мы позволили бы им жить в драгоценном пруде небесного пламени? С точки зрения вкуса и репродуктивной способности, существует несколько других типов существ, которые могли бы стать лучшей живой добычей, хмыкнула в ответ женщина в зеленом одеянии. Женщина средних лет все еще была в замешательстве, но не осмеливалась задавать дальнейшие вопросы при виде мрачного лица женщины в зеленом одеянии. В этот момент мужчина в черной мантии внезапно сказал, плотно нахмурив брови. Поскольку этот вопрос касается пространственных рыб, я считаю, что нам необходимо принять некоторые меры предосторожности, фея Ло. Я хорошо об этом знаю. Биджу, расскажи нам подробно обо всем, что произошло в пруде небесного пламени, холодным голосом проинструктировала женщина в зеленой мантии. Сердце Биджу дрогнуло, услышав это, и она немедленно сделала, как ей сказали. Да. В то время, когда я прибыла к пруду небесного пламени, было около полудня. Выслушав рассказ Биджу, женщина в зеленой мантии и мужчина в черной мантии обменялись взглядами, и они увидели отражение своей озабоченности в глазах друг друга. Теперь вы все можете идти. У меня есть кое-что, что я хочу обсудить наедине с уважаемым Даосом И, проинструктировала женщина в зеленом одеянии. Как вам будет угодно. Никто не осмелился возражать, и они быстро покинули зал, оставив в комнате только женщину в зеленом и мужчину в черном. Женщина в зеленом одеянии некоторое время молчала, прежде чем спросить. Что вы думаете об этом, уважаемый Даосы? Может ли быть так, что этот человек преследует то же самое, что и мы? В противном случае драгоценных ресурсов, что имеются только в малом царстве Асура, было бы недостаточно, чтобы привлечь такое могущественное существо. Я сомневаюсь в этом. Это то, что мы поняли только в момент вдохновения, после многолетних размышлений над этим вопросом. Как мог кто-то еще знать об этом? Я думаю, это совпадение, спокойно ответил пожилой мужчина. Я думала о том же. Однако это не значит, что этот человек здесь не для того, чтобы нацелиться на нашу расу пауков Асура. В конце концов, пауки Асура чрезвычайно востребованы существами из других миров, осторожно ответила женщина, одетая в зеленую мантию. Это действительно возможно. Однако, если он действительно здесь, чтобы забрать сокровища нашей паучьей расы Асура, то он определенно не одинок. У него должно быть несколько союзников, сказал мужчина в черной мантии. Это хорошая мысль, коллега Дао Сэй. Довольно сложно определить намерения этого человека с помощью ограниченной информации, которая у нас есть. Но если мы сможем узнать, есть ли у него союзники в этой сфере, мы сможем примерно угадать его намерения. Затем женщина в зеленой мантии перевернула руку, чтобы достать форменную табличку, прежде чем проговорить в нее. «Призовите Уиня и Ван Фена прийти ко мне». Вскоре после этого порыв жестокого ветра и шар желтого света ворвались в зал и предстали перед женщиной в зеленой мантии и мужчиной в черной мантии. Глава 2282. Настоящая кровь Сюань-У. Это была пара молодых людей с резко контрастирующей внешностью. Один из них был мужчиной в серебряных доспехах с седой головой и красивыми чертами лица, а другой был очень худым и невысоким мужчиной в желтой мантии с менее чем приятной внешностью. Оба они испускали ауры средней стадии интеграции тела, и они сразу же почтительно приветствовали пару в зале. Мужчина в серебряной броне спросил: «У вас есть какие-нибудь инструкции для нас, пожилые люди?» Никаких формальностей. Я уверен, что вы двое слышали о том, что только что произошло за городом, верно? Спросила женщина в зеленом. Сердце человека в серебряных доспехах слегка заколебалось, когда он услышал это, и он осторожно ответил: «У нас есть, но все, что мы знаем, это то, что на нас напало существо, которое кажется очень могущественным».
У нас с братом ей есть кое-какие идеи о намерениях этого человека, но нам нужно подтверждение, поэтому нам нужно, чтобы вы двое провели расследование», — сказала женщина в зеленом. Пара молодых людей уже догадалась, что их ждет такая задача, но, услышав это, их выражение лица все же немного изменилось. Человек в серебряных доспехах чувствовал себя очень неуютно, но он смог только набраться смелости, прежде чем ответить. Силы этого человека явно намного превосходят наши. Я боюсь, что если бы мы взялись за эту задачу, он бы неизбежно закончится неудачей и станет еще одним препятствием для вас двоих». Выражение лица женщины в зеленой мантии слегка потемнело, и в ее голосе закрался намек на нетерпение, когда она сказала: так вы двое напуганы. Будьте уверены, я не прошу вас преследовать этого человека. Я хочу, чтобы ты использовал свои способности к маскировке, чтобы увидеть, есть ли в малом царстве асуров другие незнакомые люди, кроме этого человека. С твоими способностями это должно быть легко достижимо, не так ли?» Человек в желтом тоже был очень обеспокоен, но услышал это с большим облегчением. «Понятно. В таком случае проблем нет, мы немедленно отправимся в путь». Молодой человек в серебряной броне все еще колебался, но в конце концов согласился. Женщина в зеленой мантии удовлетворенно кивнула, затем сказала: «Хорошо, теперь ты можешь идти. Это царство не очень большое, поэтому у тебя не потребуется больше нескольких дней, чтобы точно определить, сколько пришельцев сюда прибыли». «Мы сделаем все, что в наших силах, старшие», — хором ответили двое молодых людей и вышли из холла. Как только они вышли на улицу, они оба повернулись друг к другу с кривыми улыбками на лицах. «Тогда пойдем. Мы уже приняли задание, поэтому нам придется разделиться и выполнить его в меру наших возможностей. Если у этого человека есть товарищи, то они, скорее всего, тоже весьма могущественны, так что будь осторожен, брат Ван», — сказал мужчина в серебряной броне, сложив кулак в прощальном приветствии. «Спасибо за слова беспокойства, брат Туин. Я могу вызвать десятки тысяч клонов, так что даже если я столкнусь с существом великой ступени Вознесения, есть хороший шанс, что я смогу сбежать. Напротив, твое сокрытие способность чрезвычайно велика, но вы можете подвергнуться некоторой опасности, если столкнетесь с кем-то, обладающим способностью, которая подавляет вашу», — также ответил приветствие мужчина в желтой мантии. Человек в серебряной броне просто кивнул с улыбкой, прежде чем колебания энергии вспыхнули вокруг его тела, и он поднялся в воздух порывом яростного ветра. Что касается человека в желтой мантии, то его тело внезапно рассыпалось пятнышками желтого света, и в каждой пятнышке света был огромный желтый шершень размером с большой палец. Весь рой шершней возглавлял самый большой шершень в их рядах, и они тоже быстро улетели в далекие небеса. Тем временем женщина в зеленом и мужчина в черном обсуждали в зале что-то еще. «В качестве меры предосторожности я по-прежнему считаю, что нам необходимо привести в город космических рыбок. Если мы сможем это сделать, нам не придется беспокоиться о каких-либо несчастных случаях», — сказал мужчина в черной мантии. «Осторожным образом. Если бы ими было так легко управлять, то я бы это сделал так давно. К сожалению, существа космических рыб могут проживать только долгое время вместе с небесным пламенем. Вдобавок ко всему, все эти существа космических рыб давало клятву крови в прошлом, поэтому, если мы попытаемся похитить их силой, они скорее активируют силу своей родословной, чтобы совершить самоубийство, чем подчиняться нам», — ответила женщина в зеленой мантии. «Это довольно хлопотно, но я недавно освоил новую способность, которая может решить эту проблему, хотя и за определенную плату», — сказал человек в черном, нахмурив брови. Выражение лица женщины в зеленой мантии немного изменилось, когда она услышала: «О каких затратах ты говоришь, товарищ Даос Йей?» «Я, конечно, имею в виду некоторых участников гонки космических рыб», — ответил пожилой мужчина. «Это не годится. Для начала существует очень мало существ космических рыб, и мне потребовалось огромное количество усилий, чтобы увеличить их популяцию до этого уровня. Если мы пожертвуем частью их числа, когда мы когда-нибудь сможем завершить наш план? Кроме того, кроме нас, почти нет никого, кто знает секрет гонки космических рыб, так что они не должны привлекать особого внимания. Если бы мы попытались привести их в город, это на самом деле только усугубило бы положение. Это предупредит других о том, что эти космические рыбы очень важны для нас», — отказалась женщина в зеленой мантии. «Это правда. Если бы я случайно не попал в это царство и не обнаружил существование расы космических рыб и вашей расы пауков-асуров, я бы никогда не подумал, что древний секрет, который я узнал, когда-нибудь пригодится. Не желают рисковать, пусть будет так». Сказав, что в качестве меры предосторожности мы все же должны послать некоторых людей, чтобы присмотреть за прудом небесного пламени. «Если что-то пойдет не так, нам все равно придется шагни», — сказал мужчина в черном. «Я намеревалась сделать то же самое, соратник Даоси», — согласилась на этот раз женщина в зеленом. После этого они вдвоем начали обсуждать, кого отправить в пруд небесного пламени. Тем временем Хань Ли уже вылетел из горной ярости со своими грозовыми крыльями.
Раздался раскатистый раскат грома, и Хань Ли снова появился в десятках тысяч километров от горного хребта. Он оглянулся в сторону горного хребта, и после того, как высвободил свое огромное духовное чутье, чтобы убедиться, что за ним не следят, на его лице появилась холодная улыбка. Он уже предсказал, что люди в городе не захотят преследовать его, увидев, насколько сильным было его духовное чутье. В ходе этого более раннего столкновения он установил местоположение логова пауков Асуры и приблизительный уровень мощности пауков Асуры, а также значительно ограничил пауков Асуры. В конце концов, имея такого грозного врага за пределами города, пауки Асура определенно не осмелились бы покинуть свое логово, опасаясь проникновения Хань Ли в город в их отсутствие. Сказав это, Хань Ли ни о чем беспокоится, даже если они действительно решили преследовать его. Даже в ситуации 1 на 2 Хань Ли был вполне уверен, что сможет победить своих противников. Кроме того, перед тем, как покинуть горный хребет, он установил определенные меры, которые немедленно предупредили бы его, если бы пауки Азуры покинули свое логово. Поскольку они не решили преследовать его, это будет мерой наблюдения, чтобы пауки Азуры не вышли из своего логова и не скрылись. Оглядываясь назад, можно сказать, что пауки Азуры оказались сильнее, чем он ожидал. Для него по-прежнему было бы очень рискованно сражаться со всей расой пауков Асуры в одиночку, поэтому он планировал сначала воссоединиться с Мо Цзиньли и остальными. Как только 4 из них объединили свои силы, они должны стать достаточно сильными, чтобы противостоять расе пауков-асуров. Имея это в виду, Хань Ли больше не задерживался здесь и помчался в другом направлении. 2 днями позже Хань Ли парил высоко в воздухе над озером, наблюдая, как гигантская черепаха и двухголовый черный питон яростно сталкивались в воде внизу. Массивная черепаха напоминала небольшой остров, покрытый мхом по всему панцирю, а питон был около 1000 футов в длину с твердой черной чешуей по всему телу. Золотое растение плавает на поверхности озера недалеко от них двоих. Половина растения была погружена в воду, а верхняя половина находилась на открытом воздухе, принося 3 красных плода, источавших богатый аромат. В воде вокруг золотого растения плавали 40 рыб и зверей разных размеров, а кровь зверя окрасила большую часть озера в красный цвет. Черепаха и двуглавый питон были единственными 2 животными, которые остались в этой местности. Хань Ли не обращал внимания на золотое растение и 3 красных плода, которые оно приносило. Вместо этого он с заинтригованным выражением лица оценивал пару зверей внизу. Гигантская черепаха была туго связана двуглавым питоном, но слой синих рун внезапно вырвался из ее тела, и редкая улыбка появилась на лице Ханли, когда он пробормотал себе под нос. Как и ожидалось, этот зверь действительно так поступает. Есть намек на родословную истинного духа Сюань-Ву. Похоже, я буду добиваться дальнейшего прогресса с моими 12 пробуждающими трансформациями. После этого Ханли, не колеблясь, провел рукавом вниз, выпустив полосу лазурного света, которая мгновенно достигла 2 зверей внизу. Полоса лазурного света вращалась вокруг двуглавого питона, и его тело было мгновенно разрезано на 7 или 8 сегментов. Увидев это, черепаха пришла в ужас и тут же попыталась убежать в озеро, но полоса лазурного света также погрузила в озеро молнию. В следующее мгновение Ханли небрежно поднял руку, и вода в озере расступилась, когда гигантская черепаха появилась с лазурной цепью, связывающей ее тело. Глава 2283. Чо Цзи. Затем Хань Ли указал пальцем вниз, и лазурная цепочка немедленно превратилась в тонкую нить, а затем резко затянулась, и гигантская черепаха была расчленена на бесчисленные куски. Как раз в этот момент на поверхности озера произошли пространственные колебания, и возникла полупрозрачная белая чаша, которая мгновенно увеличилась до размера около акра. Расчлененная туша гигантской черепахи упала в чашу с безошибочной точностью, после чего чаша была возвращена Хань Ли по взмаху руки. Во время полета он вернулся к своему первоначальному размеру, и в мгновение эйка он вернулся в руки Хань Ли. Он неторопливо погрузил свое духовное чутье в чашу, прежде чем на его лице появилось довольное выражение. Родословная Сюань-Ву внутри этой массивной черепахи не была такой уж чистой, но этого было бы достаточно для культивирования его 12 пробуждающих трансформаций. Помня об этом, он перевернул руку, чтобы убрать чашу в свой браслет для хранения, затем бросил взгляд на растение Золотого Духа, прежде чем взять его в свои руки. Растение было не очень полезно для него, но для некоторых зверей оно явно было чрезвычайно ценно. В противном случае он не привлек бы столько могущественных зверей и не стал бы причиной такой ожесточенной битвы. Если бы он смог найти кого-то, кому это растение нужно, его можно было бы использовать как приличный обменный жетон. После этого Хань Ли выпустил вспышку серебряного пламени, чтобы сжечь все трупы зверя на поверхности озера в пепел, а затем приготовился уходить. Однако прямо в этот момент из его тела вырвался приступ слабого жужжания, и он слегка дрогнул, прежде чем на его лице появилась улыбка. Он перевернул руку, чтобы создать белый хрустальный шар размером с яйцо, по поверхности которого вспыхивали вспышки света, а внутри него непрерывно вспыхивали световые пятнышки размером с рисовое зерна. Хань Ли на мгновение уставился в хрустальный шар,
прежде чем улететь полосой лазурного света в совершенно ином направлении, чем раньше. Тем временем полоса яркого белого света летела по воздуху с невероятной скоростью над бесплодной равниной в миллионах километров от Хань-Ли. Примерно в 10 километрах за полосой белого света было огромное море бирюзового тумана, которое охватило практически все небо и землю и издавало оглушительный грохочущий звук. Более того, это было не медленнее, чем полоса белого света. На самом деле, это было чуть быстрее, если уж на то пошло. Эти двое в мгновение эко пролетели тысячи километров, и расстояние между ними быстро сократилось до 5 километров. Взрыв зловещего кудахтания раздался в море тумана, после чего передняя часть тумана внезапно превратилась в гигантскую проекцию зеленого скорпиона и массивную проекцию синей жабы. Проекция скорпиона подняла свое огромное жало, прежде чем высвободить столб темно-зеленого света, в то время как гигантская синяя жаба открыла пасть, и внезапно пространство в радиусе нескольких километров внезапно застыло в результате какой-то загадочной ограничивающей силы. И полоса белого света непроизвольно замедлилась. Таким образом, столб темно-зеленого света достиг полосы белого света в мгновение эко, и как раз когда они собирались столкнуться, из белого света внезапно возник шквал бесчисленных пятицветных рун. Разразилась вспышка сильных толчков, и полоса белого света смогла вырваться, освободившись от сдерживающей силы. Затем малиновая молния вырвалась из белого света, чтобы поразить столб зеленого света, и хотя молния казалась совершенно ничем не примечательной, она смогла мгновенно рассеять столб зеленого света. В то же время из полосы белого света раздался взрыв настойчивого пения, и он внезапно исчез на месте, чтобы снова появиться на расстоянии около 10 километров в следующее мгновение. В белом свете находился никто иной, как Мо Цзиньли. В одной руке он держал маленький белый флаг, а в другой — темно-красный молот. Половину его тела связывали нити зеленой ци, а другая часть его тела была покрыта слоем своеобразного голубого льда. У него было мрачное выражение лица, когда он бросил взгляд на море тумана, а затем немедленно продолжил свой путь, не колеблясь. Сразу после этого проекции скорпиона и жабы мгновенно исчезли, а море тумана продолжало преследовать. Таким образом, процесс повторился. Всякий раз, когда море тумана приближалось слишком близко, Мо Цзиньли был вынужден использовать два сокровища, которые он держал, чтобы рассеять надвигающиеся атаки, а затем снова открываться на некоторое расстояние. Эта погоня уже продолжалась день и ночь, и даже с базой совершенствования стадии Великого Вознесения Мо Цзиньли он израсходовал почти половину своей магической силы. И если бы он раньше не был уведомлен сокровищем, которое он нес о том, что Хань Ли был поблизости, он, скорее всего, уже подумал бы о применении какой-то секретной техники самоповреждения, чтобы спастись. К счастью, расстояние в несколько миллионов километров было не очень большим для существ их калибра, и сразу после того, как Мо Цзиньли использовал свои сокровища, чтобы рассеять новую волну атак, впереди внезапно появилась полоса лазурного света. Мо Цзиньли был в восторге от этого, и вместо того, чтобы снова использовать свою способность телепортации, он поднял свой белый флаг в воздух, выпустив серию белых ореолов, которые образовали вокруг него толстый световой барьер. В то же время он яростно бросился к морю тумана своим красным молотом. Когда Хань Ли пришел ему на помощь, он, естественно, собирался преподать своему преследователю хороший урок. Раздался оглушительный грохот, и толстое одеяло из темных облаков в небе внезапно разлетелось, когда красная молния длиной в несколько тысяч футов обрушилась на выступ гигантской жабы. Проекция исчезла в мгновение эко, и, как ни странно, проекция гигантского скорпиона также испустила мучительный шипящий звук, когда его тело также растворилось в тумане. После этого море тумана начало сходиться к центру, а через несколько мгновений туман полностью исчез, обнажив чудовищное существо с парой малиновых глаз. У существа было тело скорпиона, но голова жабы, и оно было более 100 футов в длину. У него также была пара гигантских крыльев, которые, казалось, оказались где-то между иллюзией и реальностью, и на этих крыльях корчились бесчисленные человеческие лица. Холодный свет промелькнул в глазах существа, и оно издало серию громких кваканий, в то время как из его крыльев раздался взрыв зловещего кудахтания. Как только этот звук вошел в уши Мо Цзиньли, его духовное чувство было поражено чувством сильной сонливости. Его сердце немедленно забилось, и он знал, что находится в очень опасной ситуации, но все его тело было настолько вялым, что он не мог собраться с духом, чтобы сопротивляться. Подумать только, даже после того, как это существо преследовало его так долго, у него все еще была такая опасная секретная техника духовного восприятия в рукаве. Прямо в этот момент гигантское существо взмахнуло крыльями, выпустив пару гигантских клинков длиной в несколько десятков футов каждый, оба из которых пронзили Мо Цзиньли. Лезвия, казалось, двигались довольно медленно, но они достигли Мо Цзиньли в мгновение эко, прежде чем беспрепятственно проникнуть в его защитный световой барьер. Мо Цзиньли действительно встревожился, увидев это, и он уже собирался принять отчаянные меры, чтобы спастись, когда позади него внезапно вспыхнули пространственные колебания, и раздался заинтригованный голос. Что это за штука? Довольно интересное существо. Как только голос стих, бесчисленные дуги золотых молний возникли среди грохочущего удара грома, прежде чем поразить два гигантских клинка с разрушительной силой.
Хань Ли мог сказать, что Мо Цзиньли был в большой опасности, поэтому он немедленно телепортировался к Мо Цзиньли, прежде чем использовать свою божественную молнию погибели дьявола, чтобы противостоять надвигающейся атаке. Как только золотая молния соприкоснулась с массивными лезвиями, последние тут же снова растворились в тумане, как будто они столкнулись с проклятием своего существования. В следующее мгновение бирюзовый туман хлынул за чудовищным существом, после чего снова появились его крылья, но они были заметно меньше, чем раньше. Зрачки существа сузились, и в его глазах появилась тень страха, когда оно посмотрело на Хань Ли. Тем временем Хань Ли нежно похлопал Мо Цзиньли по плечу, и волна освежающей прохлады сразу же прокатилась по всему телу последнего. В результате медлительность Мо Цзиньли мгновенно уменьшилась, и он восстановил контроль над своим духовным чутьем. Спасибо, брат Хань. Этот Чо Цзи был широко известным существом даже в Древнем Ассуре. Даже если культиватор Великого Вознесения окажется в ловушке его ядовитого тумана, он быстро превратится в ничто, поспешно предупредил Мо Цзиньли. Услышав это, Хань Ли стал просветленным, и вместо страха интрига в его глазах только усилилась. «Итак, это Чо Цзи. Мне было интересно, почему вы не осмелились встретиться с ним лицом к лицу? Кстати, я не припомню ни одного фолианта, в котором говорилось бы, что это существо искусно владеет секретными техниками порабощения». Он мгновенно прибыл перед Мо Цзиньли в мгновение эка и начал внимательно осматривать этого Чо Цзи. Я тоже не знаю, почему это так. Об этих существах очень мало записей, так что, возможно, это был просто недосмотр. Если бы не из-за этого, я бы не попал в такую опасную ситуацию. Сказал Мо Цзиньли с кривой улыбкой, вытаскивая пузырек и принимая пилюли, восстанавливающие магическую силу. Глава 2284. Объединение сил. Этот тип техники порабощения очень эффективен, но это не повод для беспокойства, если кто-то знает о нем заранее. Сказав это, я слышал, что Чо Цзи — один из 10 широко известных великих зверей древнего Асура. Царства, и говорят, что они рождены из греховной энергии бесчисленных живых существ и обладают несколькими чрезвычайно неприятными врожденными способностями. Я не думал, что встречу здесь такого зверя, размышлял Хань Ли. Будьте осторожны, товарищ Даос Хань, у этого зверя нет прочного тела, и большинство его способностей, кажется, проистекают из его крыльев. Ранее я участвовал в нескольких столкновениях с ним, и его способности действительно довольно проблематичны. Однако похоже, что ваша божественная молния дьявольской гибели оказывает на нее подавляющее действие, сказал Мо Цзиньли. Я также заметил, что он, кажется, довольно страшится божественной молнии погибели дьявола, сказал Хань Ли со слабой улыбкой, прежде чем сделать захват, и лазурный длинный меч проявился в его руке во вспышке лазурного света. Он рассек меч в воздухе, и гигантская проекция меча длиной более 1000 футов появилась над Чо Цзи в мгновение эка. Бесчисленные дуги золотых молний вспыхнули над поверхностью проекции меча, прежде чем он рухнул с разрушительной силой. Чо Цзи издал настороженный шипящий звук при виде опускающейся проекции меча и тотчас же взмахнул крыльями, после чего все его тело взорвалось, превратилось в взрыв бирюзового тумана, который погрузился прямо в землю внизу с невероятной скоростью. Скорость, исчезающая в мгновение ика. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем гигантский меч ускорился в несколько раз в своем спуске по его указанию, а также поразил область, в которой только что исчез туман, с поразительной скоростью. Раздался сокрушительный удар, и образовалась огромная траншея длиной более 10 000 футов. Траншея была невероятно глубокой, а земля возле нее была полностью обугленной, но Чо Цзи нигде не было видно. «Это впечатляющая решительность и скорость», — пробормотал Хань Ли про себя, и он задумался на мгновение, но в конце концов решил не бросаться в погоню. Чо Цзи действительно были широко известны, но они не служили для него никакой цели, поэтому ему не было необходимости преследовать их. Чо Цзи тоже довольно умны. Он, должно быть, немедленно сбежал, так как знал, что он не подходит тебе, сказал Мо Цзиньли, когда на его лице появилась облегченная улыбка. Это действительно довольно хитрое существо. Как вы в конечном итоге стали преследовать такое существо, брат Мо? Спросил Хань Ли. На самом деле это был весьма прискорбный несчастный случай. Я искал пауков Асуры, но случайно попал в логово паука другого типа, и под логовом прятался Чо Цзи, объяснил Мо Цзиньли, когда на его лице появилось неловкое выражение. Лицо. Крайне редко существ на великой ступени Вознесения преследовали столь печальным образом, так что это было для него весьма неловко. Понятно. Учитывая, что в этом царстве есть даже Чо Цзи, это, скорее всего, действительно фрагмент древнего царства Асуров, размышлял Хань Ли, и его не очень удивил такой вывод. Я согласен. До сих пор я видел много вещей, которые должны быть уникальными для царства Асуров, но я до сих пор не видел ни одного паука Асуры. Мы можем оставаться в этом царстве только примерно полмесяца, а то и почти половину. Этого времени уже прошло. Вы что-нибудь обнаружили, товарищ Даос Хань?
Брови Мо Цзиньли слегка нахмурились, пока он говорил. «Хе-хе, будьте уверены, брат Мо, я уже выследил логово пауков Асуры», — сказал Хань Ли с улыбкой. Мо Цзиньли слегка запнулся, услышав это, прежде чем на его лице появилось восторженное выражение. «Это правда». «Я бы не стал лгать о подобном», — с улыбкой ответил Хань Ли. Затем Мо Цзиньли внезапно пришла в голову мысль, и он спросил с намеком предвкушения в глазах: «С твоими способностями, может быть, ты уже убил паука Асуры и получил нить времени?» «Боюсь, что нет», — ответил Хань Ли, покачав головой. «А почему это?» Мо Цзиньли был несколько ошеломлен, услышав это. «Я был недостаточно силен, чтобы в одиночку охотиться на пауков Асуры», — вздохнул Хань Ли. «Даже ты не можешь справиться с пауками Асуры. Много ли в этом логове зрелых пауков Асуров?» Удивленно спросил Мо Цзиньли. «Я не уверен, сколько там зрелых пауков Асуры, но я обнаружил паука Асуры, который был не менее могущественным, чем настоящее духовное существо», — ответил Хань Ли. Услышав это, выражение лица Мо Цзиньли резко изменилось. Хань Ли продолжил. В дополнение к этому было еще одно существо на великой стадии Вознесения, которое было не менее мощным, чем вышеупомянутый паук Асура, и я обнаружил по крайней мере 3 зрелых пауков Асуров. Поэтому после короткого столкновения я немедленно отступил. Если мы хотим победить всех пауков Асуров, тогда нам 4 нужно будет объединить силы. Кроме того, эти пауки-асуры наняли множество могущественных зверей возле своего логова, большинство из которых находится на стадии трансформации божеств и стадии пространственного закаливания, но среди них есть и некоторые существа стадии интеграции тела. Это действительно похоже на то, с чем мы не сможем справиться в одиночку. «Похоже, нам придется пойти на некоторый риск», — сказал Мо Цзиньли, когда его лицо слегка потемнело. «Вот почему нам необходимо объединить силы, если мы хотим получить нити времени». «Вы случайно не встречали Сюэран и Хейлинь по пути сюда?» — спросил Хань Ли. «Я не встречал их, но, проходя через лес, я обнаружил след, который они оставили, и, судя по этому следу, они тоже должны двигаться в этом направлении», — ответил Мо Цзиньли. «В таком случае они не должны быть далеко отсюда. Что нам нужно сделать сейчас, так это выследить их как можно быстрее», — ответил Хань Ли, задумчиво кивнув. «Хорошо, давай свяжемся с ними и обсудим сотрудничество», — без колебаний согласился Мо Цзиньли. Таким образом, после недолгого разговора они вдвоем улетели в разные стороны. Спустя полдня Хань Ли и Мо Цзиньли сидели на гигантском лазурном камне. Сюэран и Хэйлинь тоже сидели рядом, напротив них двоих. После их разлуки Мо Цзиньли встретил Сюэран и Хэйлинь после нескольких часов поисков, и он был, естественно, в восторге. Он немедленно сообщил о ситуации Сюэраню и Хэйлиню, а затем отправил сообщение Хань Ли. В конце концов, все 4 встретились в этом довольно уединенном горном массиве. Некоторое время назад Хань Ли рассказал Сюэраню и Хэйлиню о могущественных пауках Асура, с которыми он столкнулся, а также о своем плане сотрудничества. Сюэран погладил подбородок, нахмурив брови, и сказал: «Если эти пауки Асуры действительно так сильны, как вы заявляете, то мы, возможно, не сможем одержать верх, даже если объединим свои силы. Сможете удержать самого сильного паука Асуры или ту чужую стадию Великого Вознесения занятыми? Сможете ли вы и соратник Даос Мо одолеть остальных?» Вместо того, чтобы предложить немедленный ответ, Хань Ли с улыбкой повернулся к Мо Цзиньли и спросил: «Что ты думаешь, брат Мо?» «Я не смогу сразиться с самым могущественным пауком Асуры или с этим иностранным существом на великой ступени Вознесения, но я смогу на какое-то время задержать этих 3 зрелых пауков Асуры», ответил Мо Цзиньли после краткого размышления. «В таком случае, собирается ли товарищ Даос Хань в одиночку сразиться с одним из 2 самых могущественных существ стадии Великого Вознесения?» — спросил Хэйлинь, глядя на Хань Ли краем глаза, явно не очень уверенный в способностях Хань Ли. «Это именно то, что я собираюсь сделать. С кем из этих 2 вы собираетесь взяться?» — спросил Хань Ли. Сюэран и Хэйлинь были несколько озадачены этим ответом, и только после обмена слегка озадаченным взглядом Сюэран ответила: «Я вижу, что вы очень уверены в себе. В этом случае мы 2 сделаем все возможное, чтобы хорошо. Судя по вашему описанию, эта женщина-паук Азура кажется самой могущественной из всех, поэтому мы возьмемся за нее. Однако сначала давайте проясним одну вещь. Как мы собираемся разделить ядра пауков Асуры, если мы обеспечиваем победу здесь?» «Это просто. Тот, кто убивает паука Асуры, должен сохранить ядро», — без колебаний ответил Хань Ли. Услышав это, выражение лица Мо Цзиньли немного изменилось, в то время как Сюэран и Хэйлин были очень довольны этим ответом. «Вы прямолинейный человек, товарищ Даос Хань. Разве в таком случае вы не окажетесь в невыгодном положении?» «Не обязательно. Если я смогу позаботиться о своем противнике раньше вас, возможно, я смогу выследить других зрелых пауков Асуры в логове, и я, конечно, не буду сдерживаться.
В качестве альтернативы, возможно, я приземлюсь. Смертельный удар по вашему противнику, если вы потратите слишком много времени, усмехнулся Ханли. Если ты действительно сможешь победить своего противника быстрее, чем мы, тогда ты вправе вмешаться. Ни у кого из нас не будет никаких жалоб, ответила Сюэран с уверенной улыбкой. В таком случае, давай отдохнем полдня и завтра утром отправимся в логово. У нас мало времени, поэтому было бы лучше поторопиться, предложил Ханли с улыбкой. Сюэран и Хэйлинь, естественно, не возражали против этого. Перед этим позвольте мне сначала позаботиться об этом надоедливом маленьком вредителе, внезапно сказал Хэйлинь, вставая на ноги. Глава 2285. Новости. Как только его голос затих, он внезапно протянул руку позади себя в мгновение ика, и раздался оглушительный грохот, когда взрыв огромной невидимой силы хлынул в том направлении, как гигантская сеть. Расплывчатая желтая фигура была полностью застигнута врасплох и вынуждена раскрыть себя, но он каким-то образом смог вырваться, когда он встревоженно повернулся, а затем умчался прочь полосой желтого света. Ты думаешь, тебе еще удастся уйти?» Холодное выражение появилось на лице Хэйлиня, когда он сжал пальцы внутрь, прежде чем отдернуть руку. Раздался глухой удар, когда гигантская черная ладонь появилась в воздухе над желтой фигурой, прежде чем устремиться вниз, как молния. Желтая фигура изо всех сил пыталась уклониться, но в этом случае его усилия оказались тщетными, и его немедленно схватила гигантская рука. Холодная улыбка появилась на лице Хэйлиня, когда он привлек желтую фигуру к себе, и в этот момент фигура предстала перед всеми как худощавый молодой человек в желтой мантии. Судя по его испуганному выражению лица, было ясно, что он хорошо знал, в чьи руки он упал, и после недолгого колебания он произнес заклинание, запечатывая ручную печать, после чего его тело начало сильно раздуваться среди вспышек ослепляющего желтого света. Выражение лица Хэйлиня немного изменилось, когда он увидел это, и он тут же указал пальцем в сторону. Полоса черного света пронеслась по воздуху прямо в сторону молодого человека, но это уже было слишком поздно. В тот момент, когда полоса черного света пронзила тело молодого человека, произошел оглушительный взрыв, и молодой человек в желтой мантии смог взорваться самостоятельно. После сильного взрыва даже массивная черная рука непрерывно дрожала. «Я не думал, что он самовзрывался так скоро», — проворчал Хэйлинь, выражение лица значительно потемнело. Гигантская черная рука быстро распалась, и Ханли бросил взгляд на то место, где молодой человек только что взорвался, прежде чем на его лице внезапно появилась улыбка. Техники маскировки этого человека были довольно сложными, но я думаю, что его самовзрыв не так прост, как кажется. Сюэран отреагировал довольно быстро и спросил: «А? Вы хотите сказать, что он на самом деле не взорвал свое собственное истинное тело?» Услышав это, на лице Мо Цзиньли появился намек на удивление. «Я так думаю». Однако, скорее всего, это была необычная марионетка или клон. Если бы это было его истинное тело, то самовзрыв существа на стадии интеграции тела не имел бы такой слабой силы, сказал Ханли. Это действительно довольно странно. Вдобавок ко всему, я мог ясно видеть, что во время самовзрыва в его теле не было зарождающейся души, размышлял Сюэран, задумчиво кивнув. Хэйлинь все еще не хотел сдаваться, и он внезапно превратился в темные тучи, разнесшиеся во все стороны. В мгновение эка черные тучи прочесали огромную территорию, но не смогли ничего обнаружить, и в конце концов они смогли только вернуться к горе, где они сошлись, чтобы проявить Хэйлинь. Снова тело. Он не прячется поблизости, и ему очень повезло, что это не так. В противном случае, если он попадет в мои руки. Намек на намерение убить промелькнул в глазах Хэйлиня глаза, когда он говорил: «Ха-ха, ничего страшного, этот человек шпионил за нами из тени, но я уже установил здесь звуковые ограничения, чтобы он не смог услышать нашу дискуссию», Сюэран сказал, беспечно махнув рукой. «Может быть, его послали пауки-асуры?» Осторожно спросил Мо Цзиньли, поглаживая собственную бороду. «Будьте уверены, даже если бы это был шпион Асуры-паука, он бы не смог собрать что-либо издалека. Окончательный исход битвы все равно будет решен через абсолютную власть», Хэйлинь сказал снисходительно. «Брат Хэйлинь прав, но в качестве меры предосторожности давайте сразу же отправимся в логово, вместо того, чтобы здесь больше отдыхать. Если мы это сделаем, у пауков Азуры не будет возможности что-либо сделать, даже если они будут предупреждены о нашем присутствии», предположил Ханли. «Хочешь пойти туда прямо сейчас?» Сюэран говорит. Брови неохотно нахмурились. «С нашими силами мы сможем отдохнуть, медитируя на наших летающих сокровищах. Сделав это, мы сможем захватить инициативу, и это даст нам преимущество. Возможно, мы сможем взять верх, как только начнется битва», неторопливо сказал Ханли. Сюэран на мгновение заколебалась, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Тогда хорошо. Я намеревался усовершенствовать мощную секретную технику, прежде чем мы уйдем, но захват инициативы действительно важнее.
«Это мудрое решение, товарищ Даос, давайте сразу же отправимся в путь», — сказал Ханли с улыбкой, прежде чем взмахнуть рукавом, выпустив белую летающую лодку среди вспышки белого света. Сюэран и другие быстро влетели в лодку один за другим, после чего Ханли запечатал ручную печать, и лодка тут же улетела, как шар белого света. Примерно через 15 минут вспышка слабого желтого света появилась в густом лесу в десятках тысяч километров от горы, на которой ранее находились Хань-Ли и другие. Желтый, затем одетый молодой человек вышел из-за огромного дерева, прежде чем взглянуть в том направлении, куда исчезла летающая лодка, с намеком на вялый страх в его глазах. Слава богу, я предусмотрительно спрятал это далеко. Иначе я действительно оказался бы в серьезной опасности. Итак, есть 4 существа стадии Великого Вознесения, которые вошли в это царство. Жаль, что мой клон не смог услышать их разговор, поэтому я до сих пор не знаю, нацелены ли они на расу пауков-асуров. Молодой человек в желтом молчал на мгновение, прежде чем на его лице внезапно появилась холодная улыбка. Независимо от того, собираются ли эти люди преследовать гонку пауков-асуров, все, что мне нужно сделать, это отправить им эту информацию, а затем спрятаться здесь на несколько дней, чтобы выдержать шторм. Сделав это, решив, он открыл рот, чтобы выгнать белый деревянный значок, прежде чем схватить его, затем несколько раз взмахнул им в воздухе. Пятнышки серебряного света немедленно появились на поверхности значка, образуя крошечные серебряные руны, это мгновенно растворилось в значке. Тем временем женщина в зеленой мантии и пожилой мужчина в черной мантии обсуждали что-то в секретной комнате в каменном городе, который был логовом пауков Асуры. Внезапно слабый жужжащий звук раздался с черной каменной платформы перед ними двумя, и на ее поверхности начали появляться следы серебряного света. Женщина в зеленой мантии слегка обрадовалась, увидев это, затем немедленно подняла руку, чтобы бросить печать заклинания на каменную платформу. Строки серебряного текста мгновенно всплыли на каменную платформу, и выражение лица женщины в зеленой мантии и мужчины в черной мантии слегка изменилось после прочтения сообщения. 4 существа стадии Великого Вознесения. Пробормотал пожилой мужчина, нахмурив брови. Я не думала, что у этого человека будут другие союзники на стадии Великого Вознесения. Это очень тревожно, мрачно сказала женщина в зеленом халате. Возможно, они и не могут. Будут преследовать нас, но мы все равно должны принять необходимые меры предосторожности. Вы вызвали всех наших подчиненных обратно в город? Спросил человек в черной мантии. Будьте уверены, товарищ Даос Йи, за исключением нескольких, которые занимаются важными делами, все остальные были вызваны обратно в город. Я даже послала кого-то, чтобы отменить ограничение на 9 трупов инь, которые замачиваются в болоте земли инь, и они прибудут в город самое большее через 2 дня, ответила женщина в зеленом халате. Приятно слышать. Я также призвал некоторых духовных зверей обратно в город, но им также потребуется время, чтобы добраться сюда. Однако даже при всем этом мы все равно не сможем победить этих аутсайдеров. Как насчет этого? Я несколько раз общался с этим Чо Цизы, как насчет того, чтобы предложить ему некоторые преимущества, чтобы он мог оставаться в нашем городе на какое-то время. Предложил мужчина в черном. Что? Чо Цизы. Это нелепо. Эта тварь очень долго стремилась охотиться на нас, пауков Асура, впустить ее в город было бы слишком опасно. Женщина в зеленой мантии отказалась, энергично покачала головой. Брови человека в черном нахмурились, когда он сказал: «Будьте уверены, товарищ Дао Слуо, что Чо Цзи действительно обладает некоторыми неприятными способностями, но это просто зверь. Если мы объединим усилия, мы обязательно быть в состоянии ограничить его, и нам нужно сосредоточиться на более широкой картине». Казалось, женщину несколько поколебали слова мужчины в черной мантии, и она ответила: отложив это в сторону, нанять его услуги определенно будет недешево. Я знаю об этом, поэтому это то, что я предлагаю. Мужчина в черном, казалось, заранее обдумал это, и он сообщил о своем плане женщине через голос передачи. Что? Это слишком высокая цена, чтобы просить меня заплатить. Воскликнула женщина в зеленом, услышав план. Это всего лишь несколько мертвых яиц, которые нельзя инкубировать, нет смысла их хранить. Однако я уверен, что их будет достаточно, чтобы соблазнить этого Чо Цзи, усмехнулся мужчина в черном. Вместо того, чтобы дать окончательный ответ, женщина ответила: я должна хорошенько подумать. Сначала об этом. Хорошо, но пока вы думаете об этом, не забудьте связаться с той женщиной в пруду с кровью. Если произойдет что-то непредвиденное, нам придется одолжить его силы, сказал мужчина в черном.